Маша Думайся, РГ, приветствую всех слушателей. В прошлом выпуске забыла сказать, что фанатично-религиозные люди, они своим поведением порочат всех остальных мусульман, так как уравновешенные и разумные мусульмане, они просто живут своей жизнью, никому не пристают, их незаметно. А вот этих догматично-фанатичных людей их очень заметно. И они искажают образ всех остальных. Догматики, которые преподносят себя самыми правильными мусульманами, как правило, самые далекие от какой-либо духовности вообще, они бессовестно считают себя вправе решать, кто по их меркам мусульманин, а кто нет, спрашивать, кто что соблюдает, и с маниакальной настойчивостью пытаются тебя наставлять на так называемый правильный путь. Они подменяют реальные духовные ценности на какие-то сомнительные догмы, на поверхностные вещи. Один слушатель мне прислал богослова с Хасавюрта, чтобы показать, что все еще есть такие богословы, которые говорят правду, которые критикуют нынешнюю ситуацию и поведение мусульман во всем мире, осуждает невежество, фанатизм, делает акцент на обучении, на развитии, на науках. Такие богословы — большая редкость, и их мало кто слушает. Обычно толпа предпочитает тех, кто их одурачивает, кто зарабатывает на их наивности большие деньги. И так доверчивая молодежь у нас оказывается в Сирии, где погибло десятки тысяч чеченцев, и кто-то до сих пор находится там, в тюрьмах, в том числе женщины и дети. Но догматики, фанатичные религиозные люди, они как бы загипнотизированы и не могут увидеть всю эту целостную картину. Или, может быть, их это не волнует. Я не могу их понять. Их излюбленный упрек: если вам трудно соблюдать религию и отказываться от своих плохих привычек, никто не виноват. То есть, если человек не демонстрирует свою духовность, свои отношения с Богом, то его они автоматически обзывают безбожником, пытаются ему внушить чувство вины. Такое вот средневековое поведение в 21 веке. Второй упрек в нашем хит-параде в адрес чеченских женщин без платка. Да, у нас такая процветающая нация, что других забот у нас просто нету, поэтому говорим хотя бы на такие темы, ищем такие темы, как платки. Стандартная фраза: наши предки носили платки, чеченка обязана носить платок. Начнем с того, что платки носили не только предки чеченцев, но и многие другие народы, русские в том числе. Европейки были запакованы с головы до пят. Также головные уборы носили у нас не только женщины, но и мужчины, как и другие народы, мужчины других народов. Мы же не говорим про то, что чеченец сегодня обязан носить головной убор. Поэтому надо запомнить, что платок или головной убор — это не что-то уникально чеченское. Это общее старинное явление, старинный стиль у практически всех народов. Уникальное, так сказать, чеченское здесь только то, что только в нашем народе появилось какое-то осуждение к женщинам без платка, в отличие даже от других мусульманских народов. Но этим никак нельзя похвастаться. А на самом деле чеченский стиль, если о нем говорить, то это соблюдение скромности, элегантности. А по-светски женщина или мужчина выглядят или по-старинному, это уже личное дело каждого. А вот говорить чужим людям: надень платок, вот это действительно не чеченский менталитет. Этим человек выдает в себе какую-то культуру других диких народов. Третий упрек: вы не говорите про то, как русский язык негативно повлиял на наш чеченский язык, и сами говорите только по-русски. Во-первых, мы не говорим об этом потому, что этого никто не отрицает. Мы все с этим согласны, что русский язык заполонил нашу речь. И, кстати, прежде всего, именно малограмотные люди, к которым я отношу и себя, засорили русскими словами и выражениями нашу речь. От кого мы чаще всего слышим такие выражения: «до того», да, а сам просто бахар, законно и так далее. Интеллигентные люди так не разговаривают. Например, такие люди, как Рахман Музаев, мы его знаем еще и как Фараму в интернете. Он говорит на чистом литературном чеченском языке. Вот такие люди говорят именно как нужно.
Во-вторых, русский язык, как кто-то хорошо заметил в комментариях, пришел к нам в виде образования, и он не претендует быть для нас каким-то священным языком, в отличие от арабского языка. И вставляя русские слова в нашу речь, мы сами этого стесняемся, мы чувствуем себя виноватыми, а вставляя арабские слова, мы этим гордимся, мы говорим, что лучше сказать это по-арабски, это всячески поощряется. Вот такая большая разница. В-третьих, почему я веду блог на русском языке? Причина здесь очень простая. YouTube делает автоматический перевод с русского на другие языки почти без ошибок. А если бы я вела на чеченском или даже вставляла бы какие-то слова, то мне приходилось бы каждое слово переводить отдельно самой, и на что у меня совершенно нет времени. А мне важно, чтобы французы и англоговорящие люди нас понимали, потому что я знаю, что они интересуются нашей ситуацией, что они пытаются нас лучше понять, тем более, что во Франции наша фанатичная молодежь уже не раз позорила наш народ своими преступлениями. Один француз как-то спросил меня: «Мадина, ты наверняка смогла бы мне объяснить давно наболевший вопрос, почему все чеченцы, в частности молодые, так пытаются, так хотят, чтобы я принял ислам?» Я, конечно, постаралась предоставить ему всю возможную известную мне информацию о радикализации нашей молодежи и про арабов, которые вкладывают в это большие деньги, и про русские спецслужбы, которые используют религиозный фактор в борьбе с нашим национальным патриотичным духом. Он очень удивился, он сказал, что никогда не ожидал. Четвертый упрек: как вы можете стремиться к западной модели общества, это не для нас. Мы не стремимся к западной модели общества, мы стремимся к чеченской демократии, которая у нас была с глубокой древности. Демократия у каждого народа своя, с учетом его менталитета. Демократия — это всего лишь власть большинства, власть народа, это избираемость власти. Даже у поляков демократия гораздо более консервативная, чем у остальной части Европы. У них ряд законов, которые запрещают, ограничивают права меньшинств. Да и на Турцию посмотрите, или на Азербайджан. У них кто-то сильно религиозный, кто-то светский, и нету никакого конфликта. Современные турецкие фильмы, они абсолютно такие же, как европейские, но есть своя турецкая цензура. Такие же современные красивые фильмы с такой же чеченской цензурой могли бы быть у нас. Но мы пока заняты упреками друг друга и соревнуемся в религиозности. И все-таки надеюсь, что... Я даже знаю, что настанет такой день, когда назло врагам мы перестанем упрекать друг друга и начнем объединяться на нашей общей национальной основе. Хочу завершить этот выпуск строчками, которые в дискуссии у нас в группе написал один чеченец, выросший в Иордании, воевавший в Ичкерии, потерявший братьев на войне и свое здоровье, знающий арабский язык в совершенстве. Знаете, я тоже когда-то был в первых рядах. Читал лекции, делал хутбы, боролся за истину. А потом оказалось, что 80-90% всего этого ерунда. Хорошо оформленная ерунда. С тех пор, когда вижу страсть к спорам и ярлыкам, просто сижу, попивая чай и думаю: о, знакомый этап. И, кстати, сразу говорю, я не атеист, не коранист и не муртад. Просто прошел свой путь со взлетами, ошибками, переосмыслением. Вера осталась, но без фанатизма и нужды что-то доказывать. Теперь она как дыхание. Тиха, незаметно, но всегда со мной. Я не лезу в души других и не позволяю лезть в свою. Уважение — единственный язык, на котором мне интересно говорить с людьми. Все остальное давно утратило значение. В идеале каждый из нас должен прийти к такому. Адикюэл Масера, Машвайл.